Человеческий разум — это огромная и загадочная вселенная, полная неизведанного потенциала. Идея о том, что наши мысли могут формировать окружающую нас реальность, может показаться немного смелой, но это понятие набирает все большую популярность как в науке, так и в духовных практиках. Связь между разумом и повседневной реальностью, которую мы переживаем, начинает раскрываться, показывая, что эта связь может быть глубже, чем мы предполагали. Наверняка вы задумывались о том, как ваши мысли могут формировать окружающий мир. Что если то, как вы воспринимаете жизнь, не только влияет, но буквально создает вашу реальность? Эти вопросы приводят нас к тому, что человеческий разум — это не просто пассивный наблюдатель Вселенной, а активный участник, способный влиять и формировать реальность через внимание, намерение и восприятие. Восприятие — это процесс, с помощью которого мы интерпретируем и осмысливаем окружающий мир. Оно фильтруется через наш опыт, убеждения и ожидания. Наши органы чувств собирают информацию из окружающей среды, но именно разум организует, интерпретирует и придает значение этой информации, создавая нашу субъективную реальность. В последние годы наука и духовность начали сближаться, открывая впечатляющие инсайты о природе реальности и роли разума. Квантовая физика, в частности, предполагает, что наблюдения и намерения могут напрямую влиять на физический мир. Как сказал знаменитый физик Джон Уиллер, мы участвуем в создании не только того, что близко и мало, но и того, что далеко и обширно. Эта идея бросает вызов нашему традиционному пониманию и побуждает нас исследовать пересечения между современной наукой и древними знаниями. Например, квантовая запутанность — это явление, которое ставит под сомнение наши традиционные представления о пространстве и времени, показывая, что частицы могут быть связаны способами, выходящими за рамки обычных ограничений. В то же время древние духовные традиции всегда утверждали, что наше сознание и мысли обладают силой влиять на нашу жизнь и окружающую среду. Сегодня давайте отправимся в увлекательное путешествие открытий, которое приведет нас к более глубокому пониманию того, как реальность формируется не только тем, что мы наблюдаем, но и тем, как мы это наблюдаем, с ключевыми ролями внимания и намерения. Давайте исследуем эту увлекательную связь между разумом и реальностью и узнаем, как реальность непосредственно связана с разумом. Эта идея связи между разумом и реальностью имеет глубокие корни и уходит в историю человеческой мысли. От древнегреческих философов, таких как Платон и Аристотель, до духовных традиций индуизма и буддизма, всегда подчеркивавших силу разума в создании реальности. В эпоху Просвещения философы, такие как Декарт и Кант, исследовали взаимосвязь между разумом и реальностью. Декарт, известный своим размышлением «я мыслю, следовательно, я существую», утверждал, что разум является основой существования. А Кант предположил, что наше восприятие реальности формируется структурами самого разума. С развитием квантовой физики ученые начали раскрывать неопределенную и пластичную природу реальности, предполагая, что разум наблюдателя играет решающую роль в формировании реальности. Одна из самых захватывающих концепций квантовой физики — это квантовая запутанность. Представьте себе две частицы, которые мы назовем Михаил и Луна. Когда эти частицы становятся запутанными, их свойства становятся взаимозависимыми, независимо от расстояния, их разделяющего. Это означает, что если что-то влияет на Михаила, Луна будет реагировать мгновенно, даже если это происходит на расстоянии световых лет. Этот увлекательный феномен
предполагает невидимую и мгновенную связь между частицами. Альберт Эйнштейн называл это «жутким действием на расстоянии», потому что сам был озадачен тем, что частицы могут влиять друг на друга таким таинственным и мгновенным способом. Мы можем использовать квантовую запутанность как мощную метафору, чтобы понять, как разум и физическая реальность взаимосвязаны. Так же, как Михаил и Луна, наши мысли и намерения могут быть запутаны с реальностью, которую мы переживаем. Квантовая физика предполагает, что наблюдатель — это не пассивный участник, а активный сотворец реальности. Данная концепция имеет фундаментальное значение для понимания связи между разумом и реальностью. Еще одно ключевое понятие в квантовой физике — это квантовая суперпозиция. До момента наблюдения квантовые частицы, такие как электроны или фотоны, существуют в состоянии множественных возможностей. Они могут находиться в нескольких состояниях одновременно, например, вращаясь как влево, так и вправо. Эта множественность состояний называется суперпозицией. Только когда эти частицы наблюдаются, они коллапсируют в определенное конкретное состояние. Такое поведение было продемонстрировано во множестве экспериментов, включая знаменитый эксперимент с двойной щелью, где частицы демонстрируют волновое и корпускулярное поведение в зависимости от наблюдения. Применяя эту идею к человеческому уму, мы понимаем, что то, как мы воспринимаем и наблюдаем окружающий мир, напрямую влияет на реальность, которую мы переживаем. Но, рассуждая о взаимосвязи между разумом и реальностью, мы также должны анализировать физическую и социальную среду, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Окружающая среда, в которой мы живем и работаем, оказывает значительное влияние на наш ум, а следовательно, и на нашу способность воплощать желаемую реальность. Создание среды, которая поддерживает наши цели и намерения, имеет решающее значение для успеха. Пространство вокруг нас может напрямую влиять на наше психическое и эмоциональное состояние. Неорганизованная и хаотичная среда может привести к беспорядочному и напряженному уму, в то время как чистое, упорядоченное и приятное пространство способствует ментальной ясности и внутреннему спокойствию. Люди, с которыми мы регулярно взаимодействуем, также оказывают глубокое влияние на наш настрой. Окружение себя позитивными и поддерживающими людьми может вдохновлять нас и мотивировать на достижение наших целей. Но токсичные отношения могут истощать нашу энергию и подрывать нашу уверенность. Вот почему важно развивать здоровые взаимоотношения и искать людей, разделяющих наши ценности и стремления. Но это еще не все. В современном мире цифровая среда также играет жизненно важную роль. Контент, который мы потребляем, влияет на наши мысли и эмоции. Выбор информации, вдохновляющей и обучающей, а не негативных новостей или поверхностного контента, может помочь поддерживать позитивный и сфокусированный настрой. Если наши мысли и намерения выступают в качестве наблюдателей, они обладают силой коллапсировать бесконечные возможности квантовой суперпозиции в осязаемые и четко определенные реальности. Это означает, что реальность не является фиксированной, а поддается изменению, постоянно формируемая нашим восприятием и вниманием. Эти феномены бросают вызов нашему классическому пониманию того, как устроена Вселенная, и предполагают, что реальность не является неизменной, а зависит от наблюдения. Идея о том, что частицы могут быть связаны независимо от расстояния и что их состояния определяются наблюдением, заставляет нас задуматься о роли наблюдателя во Вселенной.
Если субатомные частицы могут находиться в состоянии суперпозиции и мгновенно влиять друг на друга через запутанность, это порождает интригующий вопрос. Какую роль играет человеческий ум в этом процессе? Если простое наблюдение может влиять на поведение частиц, то каковы последствия для нашего понимания реальности? Как наши мысли и восприятия формируют окружающую нас реальность? Человеческий ум можно рассматривать как могущественного квантового наблюдателя. Наши мысли, намерения и восприятия обладают способностью влиять на то, как мы воспринимаем и переживаем реальность. Поскольку реальность не является фиксированной, а скорее пластичной и интерактивной, когда мы применяем этот принцип в нашей повседневной жизни, мы начинаем понимать, что наше внимание и восприятие играют жизненно важную роль в создании реальности. Внимание — это линза, через которую мы фокусируем свое восприятие. То, на чем мы сосредотачиваемся, обычно расширяется в нашей реальности. Если вы фокусируетесь на негативных аспектах жизни, эти элементы оказывают доминирующее влияние, что приведет к циклу пессимизма и ограничений. С другой стороны, когда вы направляете свое внимание на положительные аспекты своей жизни, вы склонны замечать и привлекать больше позитивных переживаний. Это не просто вопрос оптимизма, а реальное проявление того, как ваш ум влияет на окружающий мир. Данная концепция подтверждается исследованиями в психологии и нейронауке, которые показывают, что наше восприятие может изменять наше психическое и эмоциональное состояние, напрямую влияя на нашу физическую реальность. Нейронаука демонстрирует, что мозг обладает выдающейся способностью меняться и адаптироваться, явлением, известным как нейропластичность. Когда мы постоянно фокусируем наше внимание на определенных мыслях и намерениях, мы создаем новые нейронные пути, которые закрепляют эти мыслительные паттерны. Это означает, что мы буквально можем перестраивать наш мозг, чтобы поддерживать более позитивное и мощное видение реальности. Следовательно, мы формируем свой жизненный опыт вполне осязаемыми способами. Практика осознанности — это пример, демонстрирующий этот принцип. Когда мы становимся более осведомленными о текущем моменте и сознательно фокусируем свое внимание, мы можем влиять на свое восприятие, а значит и на свою реальность. Практика осознанности может привести к измеримым изменениям в структуре и функции мозга. Осознанность — это практика, которая включает в себя сосредоточение внимания на настоящем моменте, наблюдение за мыслями и чувствами без суждения. Чтобы практиковать это, найдите тихое место, сядьте удобно и сосредоточьтесь на своем дыхании. Обратите внимание на ощущение воздуха, входящего и выходящего из тела. Когда ваш ум начинает блуждать, мягко верните внимание обратно к дыханию. Практикуя это всего несколько минут в день, вы можете помочь снизить стресс, повысить ментальную ясность и способствовать общему благополучию. Понимание концепции наблюдения и разума как наблюдателя естественным образом приводит нас к силе намерения. Намерение — это нечто большее, чем просто желание или надежда. Это направленная сила, которая, будучи согласованной с нашим вниманием и восприятием, может значительно трансформировать нашу реальность. Намерение — это сознательное направление нашего внимания к определенной цели. Это один из самых мощных механизмов, с помощью которого ум может влиять на реальность. Когда мы формулируем четкое намерение и сохраняем внимание, сфокусированное на нем, мы посылаем мощный сигнал во Вселенную о том, что мы хотим материализовать. Это подразумевает согласование наших мыслей, эмоций и действий с желаемой целью.
Эта согласованность создает резонанс, который притягивает соответствующие обстоятельства и возможности, превращая потенциальное в реальность. Намерение — это действительно могущественная вещь, и я говорю это из своего собственного опыта. Поэтому, если возможно, попробуйте посвятить несколько минут в день практике намерения. Визуализируйте свою цель, но не просто желайте этих изменений. Почувствуйте это так, как будто вы уже живете в этой реальности. Со временем вы начнете замечать небольшие изменения, будь то в работе, личной жизни или финансах. Имейте в виду, что для манифестации необходима ясность намерения, согласованные действия и настойчивость. Мы должны знать точно, чего мы хотим, и визуализировать каждую деталь, но также направлять свое внимание и энергию к тому, что мы желаем. Каждое наше действие должно быть согласовано с нашим намерением. Медитация также является хорошей практикой для работы с намерением, поскольку она служит инструментом для фокусировки ума и помогает установить прочную основу для намерения. Во время медитации ум обучается пребывать в настоящем моменте, отвлекаясь от помех и негативных мыслей, которые могут мешать нашей способности материализовать наши желания. С другой стороны, визуализация — это техника, которая дополняет медитацию, создавая яркие ментальные образы желаемых целей. Когда мы визуализируем, наш ум не различает реальный опыт и воображаемый, делая эту практику мощным инструментом для формирования реальности. Это подразумевает визуализацию чего-либо с максимальными деталями, как будто это уже свершилось. Например, если ваша цель — добиться профессионального успеха, представьте себя на вашем идеальном рабочем месте, взаимодействующим с коллегами, получающим признание и ощущающим чувство достижения. Используйте все ваши органы чувств, чтобы сделать эту визуализацию яркой, и прочувствуйте позитивные эмоции, связанные с достижением этой цели. Регулярно практикуя визуализацию, вы можете помочь согласовать ваш ум с вашими желаниями и привлечь соответствующие обстоятельства. Различные духовные традиции предлагают уникальные техники для достижения такой согласованности. Например, буддийская медитация фокусируется на осознанности и сострадании, помогая практикующим достигать состояния спокойного ума и открытого сердца. В христианстве молитва и созерцание используются для поиска божественного руководства и согласования личной воли с волей Божьей. Практики проявления в новой эпохе, такие как закон притяжения, побуждают людей визуализировать свои желания как уже осуществившиеся, используя намерение для привлечения того, что они хотят в свою жизнь. Регулярная практика медитации и визуализации не только укрепляет связь между умом и реальностью, но и наделяет человека возможностью стать сознательным со-творцом своей жизни. Благодарность также является мощной практикой, способной трансформировать не только наше восприятие, но и нашу реальность самым глубоким и значимым образом. Суть благодарности в признании хороших вещей в жизни. А также важно то, что мы сами сознательно меняем свою частоту вибрации, переходя в более высокий вибрационный диапазон. Это признание создает позитивное ментальное состояние, которое может иметь эффект волнового распространения в других сферах нашей жизни. Когда мы регулярно практикуем благодарность, мы начинаем замечать больше положительных аспектов вокруг нас, что значительно меняет наше восприятие. Исследования в нейронауке показывают, что практика благодарности может перестроить мозг, сделав его более позитивным. Когда мы фокусируемся на чувствах благодарности, мы активируем области мозга, связанные с вознаграждением и удовольствием. Это не только улучшает наше настроение, но и создает новые нейронные паттерны, которые закрепляют более оптимистичный и позитивный взгляд на жизнь.
Благодарность также помогает снизить стресс и тревожность. Когда мы сосредотачиваемся на вещах, за которые мы благодарны, мы переключаем внимание с беспокойства и проблем, создавая более спокойное и сбалансированное ментальное пространство. Это ментальное состояние позволяет нам подходить к жизненным препятствиям с более ясной и конструктивной перспективой, облегчая их преодоление и принимая эффективные решения. Можно сказать, что благодарность – незаменимая техника в процессе согласования ума с желаемой реальностью. Развивая в себе благодарное сердце, мы находимся в состоянии принятия и открываем пространство для большего потока благословений и возможностей в нашу жизнь. Это утверждает глубокую связь между умом, восприятием и реальностью, которую мы переживаем. Это дополнительно укрепляет нашу способность материализовывать желаемую реальность. Даже с учетом всех этих знаний, мы знаем, что в жизни бывают моменты, которые являются для нас вызовами. Устойчивость или способность противостоять и преодолевать трудности имеет решающее значение для поддержания фокуса и решимости в трудные времена. Развитие ментальности роста, практика самоанализа и самосострадания, а также формирование вокруг себя круга людей, которые могут вдохновлять и мотивировать. Вот практики, которые укрепляют устойчивость, позволяя нам упорствовать и процветать, несмотря на препятствия. Ментальность роста – это психологическая установка, при которой человек верит, что его способности и интеллект можно развивать и улучшать с помощью усилий, обучения и практики. Поэтому стоит уделить время на размышления над своим опытом, чтобы учиться на успехах и неудачах. Будьте добры к себе в трудные времена, признавайте свои усилия и сохраняйте позитивный настрой, даже когда все идет не по плану. Но даже после всего, что мы обсудили, истинная мудрость заключается в применении этих знаний в нашей жизни. Регулярная практика всех упомянутых техник укрепляет нашу способность материализовывать наши желания, связывая нас с более высоким состоянием бытия, где мир, радость и изобилие являются естественными. Поэтому помните, каждая мысль, каждое намерение и каждое восприятие имеют силу формировать окружающий мир. Осознав эту силу, вы наделяете себя возможностью жить более осознанно и осмысленно. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится.